Брахиозавры. Брахиозавры. Название рода динозавров брахиозавры. Брахиозаврус переводится как плечистый ящер. Животное имело необыкновенно длинные передние лапы, отчего лопатки брахиозавра находились на высоте около 5 метров. Над землей обеспечивали почти вертикальное положение шеи. Эти невероятные животные обитали на Земле в позднем юрском периоде, примерно 156–145 миллионов лет назад. Ископаемые останки брахиозавров впервые были найдены в 1900 году в Гранд-Каньоне штата Колорадо, США. В 1903 году по найденным окаменелостям Элмер Самуэль Риггс впервые описал брахиозавра Брахиозаврус бранкой. Палеонтологам улыбнулась удача, когда были найдены несколько целых скелетных останков гигантского зауропода Восточной Африки. В Танзании в Тетагуру в меловых отложениях позднего юрского периода был обнаружен полностью сохранившийся скелет Брахиозаврус бранкой. Это самый высокий и крупный вид брахиозавров. Раскопки в Африке велись немецкими палеонтологическими экспедициями в 1909–1911 годах. Скелет животного был собран из костей не одного, а нескольких брахиозавров и выставлен в Музее естественной истории Университета Гумбольдта в Берлине в 1937 году. Исследования ископаемых останков показали, что общая длина брахиозавра составляла от 22 до 26 метров, высота в холке была 6 метров, а общая высота динозавра с поднятой головой равнялась от 14 до 16 метров. На основании этого можно сделать вывод, что брахиозавры были практически в 2 раза выше современных жирафов. Вес животного достигал от 30 до 40 тонн, а по расчетам некоторых ученых он мог составлять более от 50 до 60 тонн. Длина тела брахиозавра, таким образом, сопоставима с длиной современного теннисного корта, а его вес равен общему весу нескольких слонов. Брахиозавр сильно отличался от зауроподов тем, что у всех остальных животных передние лапы были короче длинных задних ног, а у брахиозавра передние конечности существенно длиннее. Эта особенность является исключительным отличием брахиозавра от всех зауроподов. В жизни гигантского животного мощные и высокие передние ноги играли исключительно важную роль. Приподнятая передняя часть туловища животного и длинная, гибкая шея помогали доставать ветки и листья высоких растений. А когда брахиозавр в поисках сочных питательных водорослей погружался в водоем, голова его на длинной шее была приподнята над водой. Две ноздри, находящиеся практически на лбу животного, обеспечивали бесперебойную подачу воздуха, а легкие. Скелет брахиозавра сложен таким образом, что не позволял животному приподняться на задних ногах. Передвигались эти зауроподы медленно и тяжело, но делали при этом большие шаги. По аналогии с современными слонами, брахиозавры имели на подошвах своих огромных ног утолщения, которые защищали ступни от травм и повреждений во время передвижения. Животному приходилось при ходьбе держать конечности полностью выпрямленными, так как его тело было настолько массивным, что кости могли не выдержать и сломаться под гигантским весом динозавра. Пищей такому гиганту служили ветви и листья деревьев, огромные папоротники и ветки хвойных растений. Погружаясь в водоемы в поисках пищи, брахиозавры могли в большом количестве найти себе водоросли. Для того, чтобы обеспечить энергией такое массивное тело, требовалось не менее полутонны растительности в день. Брахиозавры практически все время были заняты пережевыванием зеленой растительной массы и были миролюбивыми медлительными гигантами. У брахиозавров, по мнению исследователей, был очень маленький мозг, поэтому животное было, по-видимому, не очень урасмышленным.
Эти гигантские динозавры были совершенно не агрессивными, но при нападении хищников вступали с ними в схватку. При наступлении опасности, грозящей его потомству, неуклюжий брахиозавр обрушивал на врагов сокрушительные удары своего длинного и мощного хвоста. Ученые полагают, что гигантские ящеры жили семьями приблизительно по 20 особей. Такой вывод был сделан на основании большого числа окаменелых следов этих животных, найденных в местах раскопок. Живя большим стадом, у животных было больше шансов дать отпор многочисленным хищникам, желающим полакомиться мясом травоядных гигантов. Спали взрослые животные по очереди, зорко охраняя свое семейство. Детеныши брахиозавра были крошечными по сравнению со своими взрослыми сородичами и могли первыми пострадать от хищных динозавров. Хищники зачастую были гораздо меньше размером, чем растительноядные животные, на которых они охотились. Однако хищники обладали невероятной кровожадностью, как, например, цератозавр, который нападал на таких гигантов, как брахиозавр. Огромные брахиозавры были заботливыми и нежными родителями и могли постоять за свою семью. Своим мощным хвостом динозавр мог повергнуть хищника еще до того, как тот успел бы схватить беззащитного детеныша. Потомство брахиозавра обладало мягкими кожными покровами и было маленького размера. По мере роста детенышей и их кожа затвердевала и покрывалась чешуей. Но требовалось примерно 8 до 10 лет, прежде чем детеныш брахиозавра набирал вес, сравнимый с весом родителей. Палеонтологи предполагают, что длительность жизни травоядных гигантов была в пределах от 70 до 80 лет.